В тишине больничной палаты красивая маленькая девочка по имени Ариэль лежала на смертном одре. Окруженная тихими звуковыми сигналами медицинского оборудования и приглушенным шепотом персонала больницы, она собралась с силами, чтобы произнести свои последние слова. То, что она сказала, повергло ее родителей в шок и разбило им сердца. Ариэль была необыкновенным ребенком, чье присутствие оказывало преображающее воздействие на всех, с кем она сталкивалась. До ее рождения родители столкнулись с серьезными трудностями в браке. Однако с появлением Ариэль произошли глубокие перемены. Ее заразительная улыбка и яркая индивидуальность наполнили их жизнь такой радостью, что их прежние конфликты, казалось, растаяли сами собой. Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлых обидах, они стали радоваться счастью, которое принесла в их дом их дочь, возродив любовь и укрепив их связь. Ариэль обладала уникальным способом раскрывать красоту жизни, и ее присутствие приносило огромное счастье ее родителям. Они с восторгом наблюдали, как она растет энергичным и здоровым ребенком. Ариэль занималась различными видами спорта, но один из них покорил ее сердце больше, чем какой-либо другой. Как вы можете догадаться, учитывая популярность футбола в Южной Америке, он был ее страстью. Когда Ариэль было всего 5 лет, она вступила в местную юношескую футбольную команду. Она посвятила себя тренировкам, сохраняя свою характерную улыбку на протяжении всех напряженных занятий. Ее позитивный настрой и грация сделали ее образцом для подражания. Она не только играла в игру, но и поднимала настроение своим товарищам по команде. В том сезоне присутствие Ариэль на футбольном поле стало ключевым фактором, благодаря которому ее команда впервые за много лет завоевала чемпионский титул. Однако, когда подошел следующий сезон и начались отборочные матчи, Ариэль отсутствовала. Это было необычно для нее, особенно учитывая ее глубокую любовь к спорту и самоотдачу в предыдущих сезонах. Тренер, озадаченный и обеспокоенный, не мог не задаться вопросом о ее отсутствии. Стоя в центре футбольного поля, тренер достал телефон и набрал номер отца Ариэль. Когда отец Ариэль ответил на звонок, в его голосе слышалось страдание. Тренер, почувствовав серьезность ситуации, с тревогой спросил: «Что случилось?» Охваченный горем, отец Ариэль внезапно разрыдался, и в трубке послышались звуки его скорби. В этот критический момент родители Ариэль сидели рядом с ее больничной кроватью, наблюдая, как она спит крепче обычного, но выглядит заметно бледнее и худее. Беспокойство усилилось всего за несколько дней до этого, когда у Ариэль появились тревожные симптомы. Она жаловалась на боли в груди, и у нее легко появлялись синяки. Ее обычная жизнерадостность сменилась усталостью, настолько сильной, что просыпаться каждое утро становилось для нее тяжелым испытанием, из-за чего она не могла посещать футбольную тренировку. Ее родители, борясь со страхом и неуверенностью, быстро приняли решение отвезти ее в больницу. Осознав серьезность ее симптомов, врач сообщил, что проведет несколько анализов, чтобы определить причину расстройства девочки. Когда, наконец, пришли результаты, они показали диагноз, который был столь неожиданным и серьезным. Грустным тоном доктор обратился к родителям Ариэль, готовя их к тяжелым новостям. «Извините, но у меня плохие новости», — начал он. «Похоже, у Ариэль лимфома 3-й стадии. Это тип рака, поражающий лимфатическую систему, которая является частью иммунной системы, помогающей бороться с инфекциями. И, к сожалению, болезнь уже распространилась на другие части ее тела», — сказал врач. Мать Ариэль, потрясенная этой новостью, разрыдалась и чуть не упала в обморок. Но, несмотря на слезы, она смогла спросить: «Сколько ей жить, доктор?» Врач ответил с некоторой осторожностью: «Трудно сказать. Это может быть всего 6 недель или целых 6 месяцев. Иногда пациенты хорошо реагируют на лечение и живут еще много лет. Это непредсказуемо. Однако при раке, особенно на 3-й или 4-й стадии, это неизлечимое заболевание. А значит,
Вопрос скорее в том, приведет ли болезнь к летальному исходу. Мы рассмотрим все возможные методы лечения, чтобы обеспечить Ариэль наилучший уход и комфорт. Родителям было трудно понять, как такой маленький, активный ребенок мог молча страдать от смертельной болезни. Мать Ариэль была вне себя от горя, постоянно плакала и впадала в глубокую, изолирующую депрессию. В это тяжелое время она отдалилась от своего мужа, который оставался спокойным на протяжении всего испытания, молча борясь со своими эмоциями. Цепляясь за лучик надежды, Ариэль и ее родители начали лечение. Каждую неделю медсестры осторожно переносили Ариэль на больничной койке в другую палату больницы для проведения сеансов. Там, в процедурном кабинете, она присоединилась ко многим другим пациентам, молодым и пожилым, которые также боролись с различными видами рака. Проходя курс лечения, Ариэль заметила, что напротив нее сидит мальчик, у которого выпали все волосы, что было явным признаком его продолжающейся борьбы с раком. Несмотря на усталость и едва открывшиеся глаза, он сумел улыбнуться, когда Ариэль посмотрела на него. «Вы, должно быть, здесь недавно», — мягко сказал он. «Меня зовут Томми». Ариэль улыбнулась в ответ, представилась и спросила его о причине его пребывания там. Томми рассказал, что страдает от апластической анемии, редкого заболевания, при котором организм не в состоянии вырабатывать достаточное количество новых клеток крови. Он объяснил, что прошел множество курсов лечения, но ни один из них не был эффективным. «Моя последняя надежда – найти донора. Но я сомневаюсь, что это произойдет. У меня редкая группа крови», – признался Томми. Ариэль испытывала к нему глубокую симпатию, тем более, что его состояние потенциально можно было вылечить при наличии подходящего донора. В течение следующих недель Ариэль продолжала лечение от рака, но ее здоровье ухудшалось по мере того, как рак прогрессировал. Несмотря на ухудшение ее состояния, дружба, которую она завязала с Томми, стала светлым пятном в их трудное время. Сидя в процедурном кабинете, они обменивались шутками и рассказывали о своих мечтах, находя утешение и силу в обществе друг друга. Несмотря на мрачную реальность их положения, Томми лелеял большие мечты о будущем. Он стремился стать врачом, чтобы помогать детям, борющимся с раком. Несмотря на то, что Ариэль испытывала внутренние трудности со своим здоровьем, она чувствовала себя счастливой, когда была с Томми. Он стал ее опорой, облегчая боль от жестокого лечения. Однако, несмотря на радость, которую приносила их дружба, здоровье Ариэль продолжало ухудшаться. Однажды, движимая беспокойством и любопытством, Ариэль спросила своего врача о ситуации с Томми, в частности, о его группе крови и о том, нашел ли он донора. Ответ врача был обескураживающим. Для Томми все выглядит не очень хорошо. У него отрицательная группа крови, которая является самой редкой в мире. Поэтому его шансы найти донора очень малы, рассказал доктор. Тронутая этой новостью, Ариэль попросила врача проверить ее группу крови только для того, чтобы обнаружить поразительное совпадение. У нее тоже был отрицательный результат. Осознав редкость их общей группы крови и важность этого открытия, Ариэль приняла смелое решение. Она решила стать донором костного мозга для Томми, надеясь дать ему шанс на будущее, о котором он мечтал. Этот самоотверженный поступок стал свидетельством крепкой связи, которая между ними установилась. В тот вечер, когда родители Ариэль сидели у ее больничной койки, она поделилась с ними решением, которое повергло их в шок. Ариэль выразила желание прекратить все свои процедуры. Не от отчаяния, а с определенной целью. Уйти из жизни таким образом, чтобы она могла пожертвовать свой костный мозг тому, дав ему шанс продолжить борьбу за жизнь. Сначала ее родители были в ужасе от этой идеи.
Как могла их дочь так решительно отказаться от лечения? Ариэль со спокойной решимостью объяснила свои доводы. «Мне нет смысла так жить. К тому же для меня это всего лишь вопрос времени. По крайней мере, если я сделаю это, я смогу спокойно умереть и помочь другим страдающим детям. У таких детей, как Томми, действительно есть шанс выжить», — сказала Ариэль. Ее слова были наполнены пронзительной ясностью и бескорыстием, которые нашли глубокий отклик. После долгого эмоционального обсуждения родители согласились с ее пожеланиями. Они проконсультировались с врачами, чтобы принять необходимые меры для донорства. Было решено, что Ариэль пожертвует весь свой костный мозг Томми, потому что его собственный костный мозг перестал вырабатывать красные кровяные тельца. Ариэль решила сохранить свое решение в тайне от Томми, опасаясь, что он попытается ее отговорить. Вместо этого она сообщила о своих намерениях в искреннем письме. В нем Ариэль выразила свою веру в потенциал Томми и убежденность в том, что он добьется всего, о чем мечтал. Она утешила его, пообещав, что, хотя ее не будет рядом с ним на земле, она будет наблюдать за ним с небес. Когда Томми, в конце концов, узнал, что Ариэль была его донором, он был потрясен и глубоко опечален. И все же было горько-сладкое утешение в том, что Ариэль больше не испытывает боли. Благодаря бескорыстному пожертвованию Ариэль Томми заметно поправился. Пересадка костного мозга прошла успешно, и в конце концов он был выписан из больницы. Несмотря на то, что он нес бремя самопожертвования Ариэль, он также нес в себе ее надежду и дух. И сейчас, как никогда, был заинтересован в осуществлении мечты, о которой они часто говорили вместе. Его выздоровление и дальнейшая жизнь – это дань щедрости и неизменной дружбе Ариэль. Всего месяц спустя Томми выразил сердечную благодарность родителям Ариэль и медицинскому персоналу, которые сделали возможным пожертвование, спасшее его жизнь. Каждый день Томми смотрел на небо и благодарил своего ангела Ариэль за величайший дар – вторую жизнь. Дорогие зрители, верите ли вы во второй шанс? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.